А во сколько лет вы начали заниматься балетом? Я 7 лет начал. Я сперва хотел стать вообще артистом народного танца, танцевать народные танцы. А мне потом сказали, ты что, у тебя такие данные, ты должен быть на сцене Большого театра. Вот. И потом мое мировоззрение перевернулось, и я уже работал в другом направлении, мыслями, желаниями, вот, и уже был заинтересован в классическом. А я сначала танцевала в детском ансамбле. Танцевала, по-моему, или муравьев, или цветочков, в общем, что-то такое. Где-то лет в 12-13 я была в балетной студии детской. И вот именно профессионально балетом я стала заниматься в 16 лет. Бывает ли так, что ваше тело капризничает и отказывается слушаться? Да, конечно. Мы же живые люди, мы устаем. Вот, особенно очень тяжело после спектакля, если очень какой-то тяжелый был спектакль, в котором приходилось очень много прыгать, носить партнер, то мы приходим, мы такие все как желе. И нас репетиторы потом собирают по кусочкам, заставляют работать. Мы все равно, мы сами себя тоже психологически настраиваем, что нам нужно собраться, потому что если мы будем невнимательными, то мы можем получить травму. А травма – это значит, ты не сможешь работать. И получается, соответственно, ты не заработаешь денег. Когда я нервничаю, у меня случаются скачки сахара, и я это очень чувствую. А как вы справляетесь со стрессом и можете ли дать советы, как это лучше делать? Наша профессия очень нервная, можно сказать, но важно уметь преодолеть свой стресс и уметь расслабиться. Поэтому, если в работе у нас случаются напряженные моменты, лично я стараюсь переключиться. Почитать что-то, послушать музыку, сделать что-то не связанное с балетом. И это помогает мне как-то успокоиться. Возможно, прогулка мне помогает гулять. Лиза, а часто ли девочки из балета влюбляются в танцовщиков или ищут другую профессию? На самом деле мы не выбираем, в кого влюбляться, но зачастую пары складываются именно в театре, потому что мы практически всю жизнь проводим в театре свою, и, соответственно, люди нас окружают такие же. Очень много пар складывается из артистов балета, потому что люди из других профессий не готовы к тому, чтобы принять человека с таким укладом жизни. Когда ты весь день проводишь в театре, вдали от любимого человека, это тяжело. Ты практически просто не обращаешь внимания на зрителя. Когда там есть пауза, где-то посидеть или просто постоять, тогда да, мы можем понаблюдать за зрителем, что он там делает. Вот. А так практически мы танцуем, мы заняты делом, у нас есть четкая задача, которую мы выполняем. Я слышала истории, как девушки брали точку на вращении на какого-то определенного зрителя, который в центре зала сидит. И если это лысый человек, то это очень удобно. А что это такое у вас на ступнях? Кто-то называет это бурки, кто-то да, чуни, тапки. Тапки некоторые говорят. Это наша обувь, с помощью которой мы разогреваемся.
вот, потому что они тепленькие. Есть разных фирм, разных моделей, есть высокие, есть низкие, вот, есть уже коротенькие теперь появились, которые нас греют. Это У Лизы вот еще есть удобно. гетры, Гетры мы все носим. вот, тоже нам Чтобы помогают разогреваться. разогреться. Лиза, а сколько стоят пуанты? У вас их целый шкаф? Пуанты в магазинах стоят от 100 до 300 рублей примерно. Есть разные пуанты. Нам выдает пуанты театр. На самом деле у меня очень много пар пуант, потому что все пуанты разные, это ручная работа, и для какой-то партии подходят одни пуанты, а для какой-то другие. Бывают разноцветные пуанты, красные, черные, но в классическом балете они практически нигде не используются. А что у них внутри? Раньше пуанты делали из дерева, гипса и ткани, а сейчас вот в последнее время стало популярно делать пуанты с пластиковым стаканом и гибкой стелькой, тоже пластиковой. При этом используется кожа и ткань, да. А мальчики когда-нибудь стоят на пуантах? Вообще нет, но у нас сейчас идет спектакль «Пергюнд», и там мальчики, кстати, стоят на пуантах. Есть даже целая труппа Тракадера Да, балет, да. где женские балеты, допустим, где очень много кардебалета женского или солисток танцуют мужчины на пуантах. И надо сказать, что в последнее время они очень даже неплохо это делают. У нас появляются конкуренты. Мужчины на пуантах в нынешнее время это не редкость. Да, не редкость. Два вопроса. Лиза, когда ты в последний раз была на дискотеке? И Костя, когда можешь нижний брейк-данс? По-моему, летом, но я точно не помню, наверное, летом. Я была в отпуске, и поэтому могла себе позволить. Сейчас работа и никаких дискотек нет. Нижний брейк-данс. Не, ну я когда-то пытался научиться. Вот, в принципе, мне показывали какие-то фишечки, но это, конечно, тоже очень сложная техника танца. Все тоже танец. Вот, потому что там немножко по-другому работает тело, нежели все-таки в классическом балете. В принципе, если, наверное, захотеть, можно, в принципе, научиться это делать. Но я, наверное, вот так с места сейчас не станцую брейк-данс. Лиза, а ты на дискотеке балет танцевала? Нет. Ну, в общем, стараюсь, как другие люди, просто отдохнуть. И нет, балет я не танцевала, Ну, в конечно. принципе, вариация обселения очень хорошо бы смотрелась Да, бы там. да. Нет, вообще не балет. Если уж и идти в какие-то такие места, то однозначно не для того, чтобы танцевать балет. Но мы с вами увидим, как создаются наши костюмы, как прорисовываются наши декорации, а также заглянем немного за кулисье и как у нас хранится бутафория. Да. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас проходит репетиция, то есть вы застали театр в таком полуспящем режиме без зрителя, он пустой, но театр работает всегда. У нас около 1000 сотрудников. И, наверное, самая вишенка на торте – это наша этажность. Так вот, в нашем здании 18 этажей. А если мы говорим перед 18 веком, да, когда у нас, в принципе, сам зритель, в партере места были самые дешевые. А если вся семья приезжала в театр, то карета была именная для того, чтобы понятно было, кто приехал. А билеты в театр того времени можно было приобретать. Были ложи, которые выкуплены заранее, то есть это именные, а еще были именные ряды. В данном случае, если мы говорим о партере, правая часть партера предназначалась для театралов. То есть это те, которые посещали театр регулярно, все знали, у них были свои ряды, либо свои места на сезон выкуплены.
Если вы находились в левой части портера, вы не очень были интересны публике. Почему? Потому что вы редко посещали театр, вы здесь тот человек, который зашел раз в год, либо раз в сезон. 13,5 километров бархата – это наша зрительная часть, где мы присели, это наши стулья, да? А если мы говорим про наш занавес, то это около 10 километров бархата. Мы с вами отправляемся в живописный цех. Это место, в котором у нас прорисовывают мягкие декорации. Мы сейчас с вами находимся в живописном цеху. Что это означает? Что здесь у нас идет художниками прорисовка мягких декораций. То есть то, что вы видите на сцене, всю вот эту магию, здесь ее создают. Вот здесь вот вы можете обратить внимание в рулонах, то, что у нас скручены, это декорации, то есть они уже готовы. Да, с высоты по-другому виден масштаб. Вот эти вот квадратики прочерченные, про что вам Ольга рассказывала, это наше масштабирование, чтобы понимать. Вот когда мы правее пойдем, мы с вами там увидим, как в масштабе это смотрится на маленькой картинке. На картинке тоже прорисовываются такие квадратики, то есть масштабирование сделано, и потом это переносится уже сюда. Но магия театра, она и есть магия, иллюзия обмана. Давайте мы с вами сейчас спустимся на этаж ниже, и мы заглянем, как создаются костюмы, как отшивается пачка балерины. Был хороший вопрос, не знаю, все ли его услышали. От создания костюма либо декорации сколько нужно времени, часов? Так вот, рассказываю о том, что около 3-4 месяцев мы можем только отшивать костюмы. За один день невозможно создать даже пачку балерины. На одну пачку балерины уходит около 15 метров ткани. Но если мы говорим уже о создании костюмов к спектаклю, их может быть около 300 костюмов. Наши склады, назовем их так, они насчитывают более 40 тысяч костюмов. Каждому артисту создается свой костюм, естественно, костюм будет подписан. Вот к одному спектаклю у нас солисты, есть несколько солистов, то есть представляете о том, что у нас может быть одна роль, но к ней отшивается 3 варианта костюма. Почему? Потому что, возможно, идут 3 солиста, то есть это разные партии. Смотрите, вот здесь сейчас перед вами мы видим потрясающие цветы. Эти цветы сделаны у нас из малярной ленты. Благодаря освещению, благодаря тому, в какой точке, как они расположены на сцене, они вам кажутся очень масштабными, выпуклыми, вогнутыми и совершенно по-другому имеют какое-то величие. Ну что, детки, сверим часы? О, мне кажется, низковато, а у вас? Сахарок. Ничего, вполне себе нормально. Хорошо, пошли дальше. Пошли. Сколько у вас было учеников? Очень много. Если считать людей, с которыми я работала. Вот. И в колледже я преподавала, у меня 2 курса было. И в театре с солистами работаю. Мои девочки танцуют в Вене, в Варшаве, в Японии, во Франции. Вот самая молодая балерина Мусорина.
Она в этом году первый раз танцевала «Жизель». Очень красиво. И это большое счастье для нас, что появилась такая девочка талантливая. С какого возраста берут и сколько можно работать балериной? Так получилось, что когда я поступала в хореографическое училище, то учились 9 лет, сейчас 8. Набор был не каждый год, а через год. Мне пришлось остаться на 2-й год по общеобразовательным предметам. Но мне это было легко и так интересно. Артист балета – это навсегда? Такой интересный вопрос. В принципе, можно сказать, что да, потому что, приходя в эту профессию, мы свою жизнь практически полностью связаны с этой профессией. Конечно, некоторые люди уходят из нее, кто-то по состоянию здоровья. Допустим, получил очень серьезную травму человек, допустим, травму колена какую-то, или, допустим, еще сложнее что-нибудь. И вот он физически, врач ему запретил танцевать, а он, в принципе, душой, может, любит танец. После балета все легко, любая профессия. Очень многие занимаются компьютерами. Да, IT. IT Да. кто-то становится фитнес-тренером. Вообще очень легко, так как мы, в принципе, все знаем, то, что нужно, основы, потому что вообще классический танец, если брать классический урок именно, вот вы были на репетиции, а каждое утро мы начинаем вообще с классического урока. Это разогрев, а этот разогрев используется в фигурном катании, в художественной гимнастике, в бальных танцах тоже, да. В каких-то, по-моему, даже в акробатике они, по-моему, тоже делают классический урок. Так что, в принципе, каких-то рамок, что вот ты только артист балета, их нету. Быть артистом балета – это ежедневный труд, это удовольствие от того, что ты делаешь. Когда ты обмениваешься со зрителем энергией при выступлении, ты получаешь энергию и отдаешь свой труд. Это такой взаимообмен. И быть артистом балета – это возможность примерить на себя образ того человека, которым ты не являешься в своей жизни. Это быть не только артистом, но еще и актером. А правда, что вы кушаете только салатики и запиваете водой? Нет, вообще нет, ни разу. Для того, чтобы артист балета функционировал, ему нужно мясо. Белок обязательно, зелень, фрукты, овощи, крупы, то есть полноценный рацион. Конечно, желательно не есть вредную еду, но это как и любому другому человеку. По сути, рацион должен быть сбалансирован. Да, абсолютно. Смотря на вас, кажется, что вы феи и живете в сказочном домике. А где живут феи? Ходят ли они в магазин? И ездят ли на трамвае? Конечно, я не совсем фея, только иногда спящая красавица, но живу я, как обычный человек, на съемной квартире. Я езжу на автобусе, на метро, в театр, работаю, гуляю. Я веду обычный образ жизни, читаю книги, слушаю музыку. Это вполне нормально, естественно. Я не считаю себя как человеком, который как-то отличается от других людей в плане с улицы. То есть я также училась в школе, также закончила колледж, и так же, как и все люди, хожу на работу. Игорь Павлович, а сколько артистов балета в труппе? В Большом театре Беларуси достаточно большое количество артистов балета. На данный момент это 115 человек. А кого больше, мальчиков или девочек? Ну, как мы все знаем, феями, принцессами, королевами хотят быть девочки. Поэтому, конечно же, в нашу профессию приходят в большем количестве, прежде всего, девочки, которые мечтают выступать на сцене, примерять наряды красивые, короны, крылышки. Ребят в меньшей степени, поэтому мы их бережем всем составом волшебного королевства Большого театра Беларуси. Что нужно, чтобы стать артистом балета? Я думаю, чтобы стать артистом балета, нужен какой-то случай в жизни того или иного ребенка, как это случилось со мной. Когда в один прекрасный день два замечательных педагога нашли меня в далеком городе Пинске и привезли в Минск, тем самым изменив всю мою судьбу. И из обычной самой семьи я оказался в прекрасной профессии под названием балет.
будучи уже взрослым, состоявшимся человеком, я понял, как в жизни важна всесторонняя поддержка в решении того или иного направления. Таким образом, как-то сложилось так, что и изменилась моя жизнь, и теперь я в той позиции нахожусь здесь сейчас сегодня, когда я имею возможность менять направление жизни других людей, тех самых артистов, о которых мы с тобой говорили. А бывает ли такое, что дети участвуют в спектакле? Дело в том, что я считаю, что это и есть необходимость их участия, потому что очень сложно взрослым артистам передать те детские эмоции, которые могут передать только дети. Непосредственность, искренность, естественность, согласно своему возрасту. Поэтому такие спектакли, как «Спящая красавица», это балет, опера «История снежной королевы» Каи Герда, а также Анна Каренина и «Маленький принц», в большом количестве ученики гимназии и колледжа принимают участие. Это, конечно, большое счастье, и всегда идет из зала отклик, когда ребенок на сцене. Бывает ли такое, что и дети, и родители на одной сцене? Конечно же, бывает. Во-первых, балетные дети, они, как правило, находятся в театре всегда, в большей степени. И их, как мне кажется, судьба уже с детства предопределена. В театре работает прекрасная балерина Екатерина Зиновьева-Поваленская. У нее совершенно замечательный артистичный сын Никита, который принимает участие не только в спектакле «Анна Каренина», но и вот буквально не так давно прошли все новогодние праздники. И он был самым ярким, наверное, участником среди детей. Игорь Павлович, спасибо вам большое за ваш труд, за ваше время и за то, что вы с нами в Беларуси. Спасибо. А я хотел бы, вот по ходу беседы я все думал и смотрел, хотел тебе в подарок передать вот это дорогое моему сердцу пасхальное яйцо, поскольку у нас скоро Пасха грядет, и оно мне помогало и поддерживало, потому что тот человек, который мне его передал в подарок ровно год назад, я думаю, что он также будет благосклонен и к тебе. Поэтому пусть оно тебе приносит удачу и останется на память о нашей встрече. Спасибо большое. Спасибо, до встречи. И вот уже люди собираются в театре на Жизель. И сегодня мы видим наших друзей уже в театральной одежде. Знаете, где мы? Мы в кулисах Большого театра Беларуси за 20 минут до начала Жизель. Привет, как дела? Отлично. Отлично, ну здорово. Лиза нам рассказывала, как справляться со стрессом. Ну что, получается за 20 минут? Да, вот переключаюсь на вышивание. Ну, на самом деле, волноваться уже Альберт поздно. пока не переживает, потому что в первом акте лайк. Ну вот, а у нас уже поздно переживать. Да, уже столько репетиций было, что можно не переживать, наверное. Ну да. После спектакля слишком поздно переживать, до спектакля опасно переживать. В общем, переживать нам некогда. Поэтому мы не переживаем. Успехов вам, чтобы все получилось. Хорошо, спасибо большое.